Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз. Поворот судьбы. Неожиданности и сюрпризы до конца октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. У нас сегодня две колоды. И первая — это у нас пасьянс, который я так и назвала. Неожиданности и сюрпризы. И колода Таро «Времена года». Все циклично, все меняется, но в то же время есть какой-то оборот наших дел, событий. И, кстати, осенний период, он как раз с этим и связан, что нам могут вернуться люди из прошлого, какие-то ситуации мы должны подытожить. И словно вот этот последний реверанс Плутона, ваш знак зодиака, это когда с чем-то нужно разобраться. И тогда все остальное у вас начнется или продолжится с правильной ноги. Вот есть такой момент. Давайте будем узнавать. Конечно, мы будем при этом реалистами с вами. Любой прогноз о личной истории каждого ведь не расскажет. Но если допустить альтернативные варианты развития событий, я так надеюсь, что какие-то подсказки будут, или пазл для вас какой-то сложится, или мы с вами проведем приятное время. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Это точно. Итак, неожиданности и сюрпризы. Я смотрю за значениями выпавших карт. И вы смотрите, если что-то пропустила, пишите. А кто-то из вас может уже знать это значение, кто смотрит мои расклады. Можете написать, что я пропустила то-то, то-то. И если вы знаете, что это обозначает, сразу запишите, потому что для тех, кто впервые на канале, они просто могут и не знать. Итак, смотрим внимательно, что нам рассказывают карты пасьянса. Какую историю нам раскрывают. И вот посмотрите, молния — это внезапное известие, информация, новость какая-то. Нам не говорят конкретную сферу жизни, но может быть как отправная точка, когда вы что-то узнаете. И, кстати, при этом еще у нас есть месяц. Это то, что, конечно, с одной стороны, это наша интуиция, с другой стороны, это когда мы собой не рискуем. Нам еще предстоит что-то изучить или доизучить, в каком-то вопросе разобраться, себе не навредить, не выносить быстро каких-то вердиктов, потому что то, что может к нам прийти в первую минуту, если мы начнем более так вот детализировать, кто знает, еще какие-то нюансы, детали откроются. Поэтому себе не навредить, есть такой момент. Увидеть то, что скрыто, мои дорогие. Может и какая-то тайна, кстати, открыться. Может, нам подскажут, с чем это будет связано. Мои дорогие, у вас как два светила. Месяц или луна, скажем, и солнце. Но солнце — это удача, это успех, это какая-то возможность, которая приходит непонятно каким путем. Вот буквально так. Может быть, эта ситуация не было бы счастья, да несчастье помогло. Но не для всех, но и для кого-то и так ведь может проиграться. Поэтому будьте внимательны, в принципе, к информации, которую вы слышите, к новостям. Значит, есть какая-то деталь в вашей жизни, когда вас события сами могут подталкивать принять какое-то решение. И это решение может быть очень важным или каким-то основополагающим для вашего дальнейшего продвижения, для вашего счастья, мои дорогие. Деньги. Или вы можете, кстати, здесь известие может быть как о деньгах. И, возможно, те деньги, которые задерживались, как ваш гонорар. Или те деньги за проделанную работу. Имеется в виду именно деньги заработанные, не легкие деньги, отнюдь нет. То тогда вот что-то может и состояться, если вы уже ожидали этих самых финансовых каких-то поступлений. Или это за проделанный труд, может быть, как какой-то бонус. Конечно, для кого-то это будет обозначать как документы финансовые, важные согласования, может быть, по дому, по жилищу,
по имуществу. И у вас выпадает ключ, возможность со всеми договориться, найти общие какие-то точки взаимосвязи или согласия, или, опять же, согласование каких-то документов или ваших позиций, ваших возможностей. Самое главное, ключи – это всегда, или ключ – это всегда именно возможность. И просто стоит что-то попробовать. Может быть, не отказаться от того, что поначалу выглядит непонятно, детализировать и попробовать себя в новом деле. Или как сама по себе возможность решить какой-то вопрос. При этом быть, конечно, внимательным, потому что выпадает лупа. То есть более предметно в каком-то детализировать вопрос или тему, ситуацию, обстоятельства, или что-то уточнить, рассмотреть вот как вблизи, как в лупу, увидеть то, что поначалу может быть скрыто. Или скрывается за какой-то новостью, а если вы соберете недостающую информацию, у вас и пазл какой-то сложится. И не факт, что, допустим, сначала это может быть что-то непонятное, а потом, если вы словно клубок за эту ниточку потянете, и у вас вся картина перед глазами. Потому что именно это вам может и помочь. Может быть, и решить какой-то финансовый вопрос. И где-то будьте внимательны, если вам предлагают, например, сделать какие-то инвестиции, или вы сами собирались сделать инвестиции, ну, тогда вообще нужно быть очень прозорливым и внимательным. Потому что то, что как внешне дело обстоит, да, нужно рассмотреть где-то максимально близко. Или какие-то альтернативные варианты. Что я буду делать, к примеру, если оно не пошло. Какая-то ваша проба пера или участие в новом деле. Или возможность сама по себе решить какой-то вопрос, но по-другому, а не так, как вы прежде, может быть, решали. Здесь, и это не значит, что мы в какой-то стопор впадаем. Нет, значит, мы пробуем еще какие-то варианты. Сами по себе возможности, они приходят. Но их важно и рассмотреть раз, и попробовать два. Конечный, видимо, итог все-таки солнце. Он не такой вот простой, который вот на тебе вот так сразу, сам по себе, а вот какая-то проделанная вами работа, она предусмотрена. Но это у кого-то может быть как тот итог, когда и радость, и счастье, еще и деньги. И может быть вот этот период октябрьский, заключительные уже дни октября, вы с чем-то окончательно определяетесь. В чем-то вы можете поставить и точку, что чему не видите продолжения. Но вот именно больше такая гибкость где-то, лояльность, она помогает открыть новые перспективы. И пока я с вами говорила, я смотрела, что у нас тут еще могло сойти, совпасть. Откровенно говоря, пока я не увидела. Давайте мы дополним картами Таро, что нам еще расскажут. Единственное, если мы сопоставим, кстати, первую и последнюю карту, нижний ряд, лестница, это путь наверх. У кого-то должность, у кого-то карьера, у кого-то сама по себе возможность. Лестница. Идем наверх. Вот все то, что я сказала, вот это значение можно тоже применить и как бы правильность моих слов дополнить. Итак, на колоде Таро неожиданности и сюрпризы. И первые три карты неожиданности. Как видят карты Таро для козерогов, неожиданности до конца октября. С чем это связано? Первое. Ну правда итог, посмотрите. Вот вам солнышко, а вот вам мир. Мир. Гармония в душе, безусловно. Мир, благополучие в семье. Примириться, может быть, в отношениях, если была ссора. Или примириться с родственниками. Или, может быть, установить необходимый баланс. Это не значит, что мы принимаем их точку зрения. Но это и не значит, что мы хотим продолжения конфликта, там кому-то что-то доказывать. По этой карте нет ничего невозможного. Это последний старший аркан. Нам и говорят, весь мир у твоих ног. По этой карте мы можем захотеть пересмотреть свой имидж,
свои какие-то последующие возможности. И тут сама по себе карта открывает какие-то новые совершенно возможности. Период говорит, ты уже подводишь сейчас итоги и себе строишь планы на будущее. И мечтай где-то на высокое. Или бери ориентиры более высокие. И тогда, чем больше ты перед собой поставишь целей, тем больше в конечном итоге ты реализуешь. Вот есть и такой момент. Но по этой карте, правда, у вас желание какое-то исполнится. Вполне вероятно. И это как неожиданность. Может быть, и информация, мои дорогие, которую вы получаете через интернет, или как какое-то приглашение, или как договоренности по работе. У кого-то может быть переезд по работе. У кого-то ведь эта карта «Мир» иногда переезд далеко говорит. Или переезд в другой город, страна, и это будет связано с личной жизнью, не обязательно с работой. Нет ничего, опять же, невозможного. И это прекрасные перспективы. Символично, что рядом Солнце. Неожиданности для вас, ваша карта. Та, которая из хаоса, первая, умеет построить порядок, та, которая умеет все адаптировать, организовать все с нуля и даже с нуля построить райский сад, королева Пентаклей. Да, она готова трудиться, и вы труженики, мои дорогие козероги. Это приложенные усилия, которые не пропадают даром. Для кого-то это ваше хобби, творчество, и на этом можно заработать деньги. Значит, нужно подумать, как это осуществить. Может быть, посредством интернета, или заявить о себе в интернет, или о своей экспертности, даже если вы... это не творчество, предположим, ваша профессия, где вы именно профессионал. Но вот каким-то образом придать о себе большему количеству людей как интереса к своей персоне привлечь, так и больше информации о себе, чтобы люди о вас узнали. И в конечном итоге это будет рост как и вашей популярности, вашего благосостояния. Для кого-то карта может говорить о близком человеке. Иногда проходят наши любимые люди, надежные, такие, как и вы сами, мои дорогие. И это у кого-то может быть личная история, когда мой дом, моя крепость. Или буквально вопросы, которые касаются жилища или имущества, когда вы благоустраиваете дом. Но и, безусловно, деньги. Решение денежных вопросов, нам об этом тоже сказали. Я не могу сказать, что это неожиданность. Ведь королева Пентакли – это та, которая на легкие деньги отнюдь не надеется. Она свое счастье и благополучие строит своими руками. Неожиданность. Третью карту достанем. Две карты о благополучии. И третья это тоже. Вы набираете темп. Видимо, есть те дела, вопросы, которые вы приводите к балансу. И правда, потом словно старт в будущее. У вас совпала молния. И, кстати, здесь нам буквально птица-орел приносит как будто свиток, сообщение, какое-то скорое известие. По этой карте вообще сама по себе скорость, темп, быстрота в принятии решений, когда вы можете быть поставлены в какие-то, условия, рамки, назовите как угодно, обстоятельствами или вот этим самым сообщением известий и информацией, и вам придется быстро принимать это решение. Потому что по 8 жезлов мы не должны что-то отложить на потом, иначе потом поезд ушел. Поэтому держите руку на пульсе, здесь что-то может ускоряться. Хотя предыдущие две карты здесь могут говорить о достаточно спокойном периоде жизни в течение конца октября. Но, видимо, и период будет неоднозначный. Где-то будет и спокойный период, а где-то, как знаете, колесо истории вашей ускоряется и начинает крутиться с такой удвоенной скоростью. Сюрпризы давайте достанем. 3 карты. Что нам расскажут о сюрпризах для козерогов? Тоже 3 карты в взаимосвязи именно с неожиданностями. 4 жезлов. Стабильность, якорь, полный баланс, когда все под контролем. И эта карта праздник после победы. Правда, какое-то желание у вас исполнится. Карта мир. Будет и праздник, будет и победа у вас, мои дорогие козероги. У кого-то в вопросах личной жизни, у кого-то в вопросах недвижимости, денег, работы. Хотя нам показан и дом. Поэтому могут быть и какие-то
Добрые известия по части личной жизни. Не могу этого исключить. Хорошо, давайте достанем сюрпризы. Вторая карта. Ну, наверное, вот как вы стабильные, такие, мои дорогие козероги. Ну и карты вам такие же стабильные. Четверка, восьмерка. Прекрасно, понимаете? И тут, вот посмотрите, да, что-то ускоряется. По этой карте работа у тебя все получится. И работа это во всех сферах жизни. Или сама по себе работа, или зарабатывание денег. О чем-то нам говорят. Продолжай. Вот как раз под картой королевы Пентаклей. Вот эта организация. Как и жизни, личной жизни. И многие со мной согласятся, личная жизнь, увы, это труд, как ни крути, это правда. Нужно постоянно и руку на пульсе держать, нужно и где-то и взаимопонимание выстраивать, нужно часто и приходить на взаимопомощь, какую-то выручку друг другу, поддерживать своих детей, может быть. Но это все равно у вас тот контекст, который идет от ваших желаний, понимаете? Никогда из пустого в порожнее или из нуля в рогожечку, а когда вы преувеличиваете свои доходы. Здесь и есть денежная тема, и это одна из лучших карт в колоде, на деньги, на работу. И нам где-то об этом сказали. И пусть даже если вот эта молния кого-то ставит в тупик. Поверьте, мои дорогие козероги, вот это как сразу и выход из какой-то создавшейся ситуации, которую важно увидеть. Давайте еще сюрпризы. И вот смотрите, вот вам выпала восьмерка жезлов, мы сказали информация. Вот поначалу какая-то информация, это может быть как из прошлого, или от человека из прошлого, с которым даже у кого-то был конфликт. Но значит, этот конфликт как-то либо погасить, но и при этом то, что вам сказал человек, вот эту историю или новость, ее нужно детализировать и продолжить. Откуда ветер дует? Потому что какая-то информация к вам может прийти как раз, вот как птица принесла, да, в наше современное время. И это ведь не старая колода, это современная колода. Поэтому каким-то альтернативным путем к вам может прийти самым невероятным информация, как подсказка. И в моей жизни было такое, правда, вот такое бывает. Случайно, вот буквально планировала одно, потом в какой-то период передумала и думаю, дай-ка я отправлюсь, вот 2 слова расскажу. И решила сделать прогулку. Пока я дошла до остановки, я уже передумала делать прогулку. Думаю, ай, да, я поеду, потому что автобус приехал. Думаю, вот я эту остановку проеду, а потом уже вернусь. Я захожу в автобус, и кто бы думал, стоят 2 женщины, совершенно незнакомые, и рассказывают о том, что вот сейчас происходит определенное действие, и рассматриваются именно те вопросы, которые нужны высокой инстанции. А у меня на это было 200% победы, которую я и осуществила. Вот кто бы мог думать. Будьте готовы, мои дорогие козероги, даже вот к таким альтернативным вариантам развития событий. И меня ведь должны были официальные органы уверить. Мне никто ничего не уверил. Но меня просто судьба подтолкнула сесть в этот автобус. Поэтому и у вас какие-то не случайные случайности могут быть. Даже от тех людей, которые не знакомы. Или кто-то говорит, он свою, может быть, какую-то историю будет говорить, которая, ну, у него не состоялась. Или вот говорить, это 5 мечей, колючая карта, карта где-то обид. Ну, вот, видимо, какое-то зерно правды, оно будет присутствовать. Поэтому альтернативно как-то к вам приходит информация, которая поначалу может быть воспринята, ну, как-то вот вообще непонятным образом, а на деле может служить важной информацией. Хорошо, давайте итоги подведем. Итоги мы достанем 3-ю карту, каждому дуплету. Узнаем, что же это у нас тут в конечном итоге мы можем получить к концу октября или с чем определиться. Итак, 1-я карта, 1-й дуплет. Ну, мы можем, нам сказали, и праздник получить после победы, да, и мир, а можем ничего не делать. И эта карта так и называется «Бесконечный дождь». Девушка ничего не делает, она просто смотрит в окно, ждет, когда закончится дождь. Вот где-то перекликается с той историей, ну пусть относительно, перекладывайте на себя, ведь это может быть любой вариант. Но от наших действий все-таки зависит вот эта карта «Мир» и вот этот праздник после победы. То есть перед вами выбор или что-то предпринять,
или какой-то вопрос завершить, с чем-то разобраться, детализированно. А мы можем той информации тоже не придать значения, подумать, что ни о чем. И в итоге мы упустим время. Четверка чаш – это уже карта, когда ничего не происходит. Мы вроде ждем, упустили возможность, а потом уже поезд ушел. И с одной стороны нас могут одолевать какие-то страхи внутренние, всегда по девятке мечей это сомнения. Ну, сомнения, не сомнения, идти вперед придется. Любая девятка мечей нам чаще персонажи с закрытыми глазами изображаются. И эта карта не исключение. Женщина бежит, и вот эти летучие мыши или вороны, ей кажется, они ее прямо догоняют, но она бежит вслепую. У нее глаза закрыты, она не видит реальность. Так вот, какая-то история заканчивается. Но, может быть, заканчивается, кстати, период сомнений. Вот если что-то действительно пытается от вас оттолкнуться, значит, это как по судьбе что-то. Старший аркан. Но я могу предположить другое, что, обратите внимание, в середине 13-й старший аркан, а по бокам девятка мечей и принцесса жезлов. Вот в этой колоде Таро. Называется «Служанка в ожидании». Хватит быть на вторых ролях и думать, что у меня не получится. Здесь сама Вселенная вас вот к этому миру, балансу, равновесию подталкивает таким путем. Может быть, не самым таким приятным, но пытается завершить какую-то историю, чтобы завершилось ваше ожидание. Поэтому делайте правильный выбор, мои дорогие козероги. Идем дальше. Ух, что-то нам тут торопится еще. Праздник какой-то на кону, правда? Это как рождение чего-то нового. Ну вот, наверное, карта добавляет значение. Если вот у нас только что и выпали 3 карты, и в том числе старший аркан смерти. Я надеюсь, все правильно понимают, что это об окончании. Это карта трансформации. Так вот, и как раз и рождение чего-то нового нам конкретно показан праздник. Птенец рождается. Вот у вас какие-то новые возможности рождаются, мои дорогие козероги. Но вот идти-то вперед нужно, а не ожидать, когда закончится дождь. Важно научиться танцевать под дождем, а не ждать, когда эта буря закончится. Но вы люди сильные, мои дорогие. Вот, но тут, видимо, важно не упустить чего-то. Итак, второй дуплет. Итоги. И вот нам опять же говорят, что да, такие итоги, что может быть словно замороженная ситуация, мы все сидим, чего-то ждем, и так ничего, и не дождемся. Может быть, конечно, это старший аркан, он говорит для вас, что есть некоторые вопросы, которые быстро не решатся. К примеру, это могут быть некоторые согласования, это как подождать какой-либо документ, у которого есть четкий регламент. То есть, вот, допустим, на изготовление документа нужно время 5 дней, 10, 14. И вот тут мы не влияем. Поэтому мы должны этот период использовать для того, чтобы, как укрепить собственные позиции, но не сомневаться в себе. Но мы можем не прикладывать никаких усилий, продолжать ожидать, что какой-то вопрос решится сам. Но этого, опять же, не произойдет. Своего рода выбор, он присутствует. Давайте еще. Третий дуплет. Каков же итог? Карта харизматичного лидера, король жезлов. Будьте таковыми. Вы можете, кстати, и столкнуться или новость какую-то услышать от человека, который при власти или может быть, вхож в некоторые круги. И вам, кстати, эта информация может быть подана, у нас вверху 5 мечей, которая вас может разочаровать. Или это может быть как какой-то, знаете, неприятный осадок, что меня человек специально, может быть, пытается, вот мы можем остро это воспринимать с 5 мечей в любом случае. Но есть и все же положительный момент, потому что вам зачем-то эту информацию важно знать. Я могу сказать, еще и другой есть пункт, когда вы можете
с учетом вот уже всех 3 карт. Может быть, есть какой-то персонаж или персона, который ответственное лицо, да, не видно, оказывается. Когда вы не договорились или у вас был конфликт, то тогда теперь у вас может появиться возможность с каким-то очень важным человеком, может быть, он вам 100 раз не нравится, нивелировать вот этот конфликт, установить какие-то, ну, может быть, такие добро-нейтральные отношения, или принять Соломоново решение, или какое-то, если не взаимовыгодное, сотрудничество, то терпимое какое-то отношение, чтобы, самое главное, не было какого-то конфликта. Почему? Потому что по 5 мечей есть такое значение первого победа. Когда, да, мы что-то там прикричали, или что-то мы там доказали, или ушли, хлопнув дверью, а человек какой-то или персона, она осталась при своем мнении. То есть это как в пустоту мы что-то сделали. Так вот, для вас в пустоту ничего не должно быть, потому что у вас очень благоприятное время. Вы можете и дальше не соглашаться с этим человеком. Он вам может и до конца жизни не нравиться. Такое ведь тоже может быть. Но есть определенный какой-то баланс, который нужно поддерживать просто потому, чтобы себе не навредить. И у кого-то из вас, кстати, на кону может быть получение новой должности. И поэтому вам как будто конфликт может помешать. Где-то подсказка и об этом тоже говорит. Поэтому переложите вот на свою историю, или если вы с чем-то подобным столкнетесь, будьте прозорливы и мудры, чтобы для вас не было какого-то стопора. У кого-то, кстати, прежний конфликт может какую-то ситуацию тоже стопорить. Или стопорить решение какого-то вашего вопроса. И тогда, значит, продумайте, как это вот альтернативно можно исправить. И, может быть, с этим лицом или с этой персоной, может быть, и есть смысл заключить какой-то компромисс. Все же король жезлов, если мы берем жезлы, дела, работа, бизнес или продвижение, или решение какого-то денежного вопроса. На кону солнце, деньги, счастье, возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.